Друзья, всем привет! С вами Михаил, вы на канале BailStream. Приглашаю вас, на стрим по игре Assassin's Creed Odyssey. Приквел у нас к истокам. У нас 4-й стрим прохождения. Вас с добрым утром, хорошего вам дня, хорошего настроения и приятного просмотра. Так, Николаса мы не убивали, да? Ребята говорят, ты, говорит, его не трогай, хорошая, говорит, концовочка будет. Вот. Как-то так. Проходим дальше. Попробуем сегодня с Твичом посидеть, может быть, нормально пойдет. Так, а у нас 11 уровень и двоечка, да, уже. Скоро будет троечка, как. Ёла-пала. Охотники на нас, наемники, точнее, нападают. Так, здесь поражение. Кейман где-то рядом на земле. Может быть, мы найдем. Давай по заданию посмотрим. Что-то я там набрал очень много. А, с матушкой, с матушкой. Мы же типа не родные были. Николаусу дети, и он говорит, поговори с матерью. Хотя тут говорит с оракулом нам. Оракулы и пророчество разрушали семью Алексиса. Поэтому, когда Варнау предложил ему обратиться к Дельфийскому оракулу, он сделал это с большой неохотой. Так, а здесь что? Вернись к Алпинору, Факиду. Блин, с оракулом прям вообще неохота. Один уже поговорил с оракулом. Завершите все задачи в лагерях разбойников. Там, где царят закон и порядок, всегда найдутся желающие их нарушить. Для сохранения мира следует наказать тех, кто угрожает основам цивилизованного сообщества. Так, ну это нам точно, ну, не по карману. И тут контракты. А можно посмотреть, а где вот эта вот охота? Семен. А мне... А тут 12-е. Давай попробуем, друзья, с вами одолеть. 12 уровня. Ну, это будет жестко. А нам плюс уровень. А он вон, походу, идет. Ты меня будешь трогать? Да не, он... Это не он. Он тот, походу. Да-да-да. Ля, летит. Сейчас испытаем меч Николауса. Давай. Камон. Самое что фиговое, то что они опять же вдвоем нападают. А там где двое, да, там и трое. А я старался единичку нажать. И все-таки не вышло. Че мне там опять с кодировщиком? Да нормально у меня с кодировщиком. Хороший, я битрейт уже вообще минимально поставил.
Может, мы этого... Да у меня... Да что ж такое-то-то? Сейчас, брат. Брат ты мне. Или не, брат? А это уже другой пришел. Ну, камон. Тут еще и песель. Там еще один, представляете? Не-не-не. У меня что-то вообще не идет. Там еще один идет. Что-то не получается. Более быстрые настройки. И как же мне его одолеть-то? Да, сложность у нас максимальная. Типа, я хочу одолеть одного всего лишь. А потом второго. А они, получается... Сразу вдвоем нападают. Ну, типа, как бы можно рискнуть по стелсу. Не. Так, хорошо, давай попробуем тогда быстро перемещение, можно? Вот он, один из них. О, Филипп. Да. Я на самом деле не почувствовал. Меч Николауса прибавляет единичку. Ты чего? Да что ж такое-то у меня? То есть не единичку, хотел сказать, ну, единичка на скилл стоит, удар с ноги. У меня вообще что-то не идет. Один, второй, третий. Я как-то... Не, надо прекращать играть в посторонние игры, пока Одиссей не пройду. Ну, типа, нас батя предупредил, что... На тебя могут все спартанцы тут, или кто они? Что это такое?
Прибыв в Мегариду, вы встретили убитого горем горожанина, который молил о помощи. Вы не смогли пройти мимо. Я не знаю, что это такое. Да, глянем. А, типа предыстория. Какая-то. Приветствую, что у тебя случилось? Ты в тот самый месте победил циклопа из Кефалонии. Кефалонии, да. Можно и так сказать. А в чем дело? О боги, я так тебя ждал. Прошу, помоги мне, Мисти. Говори же, в чем дело. Марина, моя Марина. Тот афинский солдат, он забрал мою Марину. Марина, твоя дочь? Солдат забрал твою дочь? Моя Марина, она наверняка навредил тебе. Подожди, моя Марина, он наверняка навредил тебе. Наверное, обидел тебя или сварил в котле. Афинский солдат съел твою дочь. О чем ты говоришь? Что? Нет, нет, нет. Марина моя свинья, а этот афинянин наверняка сварил из нее свой мерзкий суп. Прошу, Мисти, накажи это животное как следует. Да я тут с этим саблей ничего вообще сделать не могу. Я сделаю это, но будь готов хорошо оплатить мою работу. Всем привет, удачного стрима и хорошего дня. Да, Ричард, дружище, взаимно, друг. Так. Короче, я эти мечи, я не знаю, с этими саблями. Ну, не это. Ну, не под это руки у меня. Ну, точно не под мечи. Хотя меч Николаса — это бомба. Да, Ричард, дружище, скажи, там слышно, видно, все окей? Скрытая атака. Я готов. А ты почему регенишься? История завершена. История вообще супер. Поставим 5. Просто экшен, юмор, драма, разговор, романтика. Это было классно. Он съел мою свинью. Отомсти ему. Окей. Отомстили. Ну хотя бы в параллельном мире мы что-то это самое смогли сделать. Более или менее. Так, ладно, булаву я поставил. Пробуем добраться. Слышно. Все, дай бог. Дай бог, спасибо. Да, ребят, не выходит у меня с этим... С твичом. Сейчас, секунду. Кодировщик... Кодировщик постоянно под нагрузкой. Придется отрубить его. Поставил там немножко битрейта, такую картиночку мягкую сделал. Но, к сожалению, не везет. В общем-то, я хотел добраться вот сюда вот, выполнить квест, получить каких-то плюшек, а тут еще на меня нападает. Давай пробуем дальше. Где он? Подожди.
Тут два охотника. Два вот. К одному я иду навстречу. Надеюсь, что остальные не сагрятся. И мы сможем завалить одного, потом второго. Я убью тебя и весь твой род. Похилились, хорошо. Трудно найти достойного врага. Ну, ребятки. А там еще один. Я, походу, двоих точно не вывезу. И сейчас сразу тот начнет его дефать. И одного сначала, одного. Я вот удивляюсь, а как тут против двоих-то драться? Есть. Подожди. Уа! Какой ты, а? Стой. Не, ну а то получается, они там по двое, по трое нападают, а тут видишь, как двоих. Опа.
этот раз победа моя. Ух, круто. Круто, мы одолели, ребята. А что-то у нас известность-то не упала. Неужто все так плохо? Я максимум с 4 дрался. Трудного-то меньше, чем Линк больше, чем. Да, ну, вообще согласен. Мне с этими-то очень тяжело. С 4. Не, ну там может быть еще, знаешь, как, типа оружие-то, конечно, немножко будет другое. Такое более, скажем, летальное, да? А у меня куда летальное? У меня только яд есть. Так, хорошо, подожди. Я шел до задания, 2 убил. А, вот он, один наемник, тот, которого я должен, якобы. Сейчас сделаем быстрое перемещение. Да, Ричард, скажи, пожалуйста, ты у меня ВКонтакте есть? Вообще где-нибудь? Где с тобой можно связь держать? Помимо стрима. Так, ладно, я взял булаву. Попробуем сначала сзади квест, да, оформить, да? Хоть нам батька из... Чё, пожалуйста. А, спасибо. Так. Ты вчера, видимо, на хост не заходил, это самое. Вчера хотел постримить. Постримил. Шапку топовскую показал. Ну не просто показал. Еще ушами шевелил. Да где ты есть-то? Собака. Собака, я твоих поросей не трогал. А, это волк. Ну иди сюда. Уа. Ход слайканул, но посмотреть не получилось. Там в конце я шапочку такую, вообще модная шапка. Спасибо. Как я прославлюсь? Что-то я не понял. Ты говоришь, пожалуйста, может быть, ты написал что-то, а я не увидел? Нет. Я это самое спросил, а как с тобой можно вне стрима связаться? Алексия, Ты ответил с что-нибудь? тех пор, как были у руин ВК, Варшавы, Дискорд, еще что-то. Одесса, ты Я помнишь. есть только в групповом Как я чате могла в забыть? Стиме. Ты сказал жить своей жизнью, не оглядываясь на чужое величие. И ты вняла мою... Добавляйся. Мне пришлось ухаживать за больным отцом. И, увы, жить как я хочу мне не довелось. Я и забыл, насколько ты красива. Ты одна из самых красивых девушек, что я Подкатим. когда-либо видел. Правда? Пытаешься хоть как-то меня подбодрить? Если ты не против, мы могли бы узнать друг друга получше. Это как? Есть пара идей, но сперва обсудим кое-что. А это не тот квест, подожди. Как скажешь. Ну, что скажешь? Знаешь, я бы с радостью, но сперва мне нужно принести отцу лекарство. Если поможешь, возможно, мы вернемся к этому разговору. Не волнуйся, я помогу. Что нужно? Травы из долины царя Лелега. И еще микстура, которую продают на рынке. Один торговец приберег ее для меня. Отец настолько плох, что ты не можешь сходить сама? Я у него одна. Хочу быть рядом, если ему станет хуже. Ну да, показывает 60 кадров, нормально. Ты знаешь, что с ним? Нет, но лучше ему не становится. Микстуры и травы лишь помогают снять боль.
Подожди, я пошел на один квест, встретил старую знакомую. Его земля станет твоей, так? Да, но я ее продам. Разве это не лучший повод все бросить и отправиться в странствие, как Одиссей? Ладно. Оставайся с отцом. Я вернусь с травами и микстурой. Там это самое... Сейчас, подожди секундочку. Во, все, The Reacher, да. Хотел сказать, там есть ссылка в описании. Все, огонь. Огонь, а то я хоть буду знать где-то что-то там. О. Сейчас, секунду, ребят, секунду. Тут важная новость, я просто ссылочку закреплю. Все, да, The Reacher, ты добавился, теперь я хоть буду, да, где-то тебя знать, где искать, точнее. Непонятно, что там, почему она с отцом нас... У меня тут нечто другое. Завершите все задачи в лагерях разбойников. 3 из 10. Это то есть разные любого рода квесты. Я понял. Так. Это про Варнаву. Это пока нам подождет. Ну я вроде тут бываю, не всегда, конечно, но бываю меньше, чем Линк, больше, чем. Да, я понял, The Reacher. Найди, собери лечебные травы. Лечебные травы так. Мегариди в долине царя, а не к югу кузнеца, не рядом с Тримеры персов. Что-то прям... Это как ж мне искать-то их? Царя Лелеха. Долина Лелех, вот он, царя. К югу от кузнеца. У нас где кузнец? Кузнец, юг. С Тримерой персов. Это не то. Мне кажется, это все вот здесь вот находится приблизительно. Ну-ка. Но это немножко не то, это лагерь. По поводу розыска, он сам долго сбрасывается. А я на самом деле, знаешь, как предполагал? Ну, думаю, я там убью вот этих наемников, знаешь, и как бы все, ну, нормально. Оказывается, нет, я хоть и двоих убил каких-то. Тридцатый уровень, так куда ты такой большой? Ты серьезно, что ли? Сюда скачет, друзья. Тут он обалдел, что ли? Ну, мне правильно Николау сказал. После того, как... Что-то там... Тебя будут охотиться, в общем, все эти... Или как они, недоброжелательны будут к тебе. Военный лагерь. Новый день, новый волк. Принц Персия. То ли я тут не по уровню ползаю, но... Стой. Как мне травки найти? Для отца-то.
Они к югу от Кузнеца. Кузнецов сколько здесь? Один, да? Произрастает в Мегариде в долине царя Лелеха. Долина царя Лелеха. Круто. Она вообще здоровая. Да чтоб тебя. Да не карта. Будь осторожнее, тебя хотят убить. Смотри, она меня предупредила, да? Будь осторожен, тебя хотят убить. Кинуть розыск можно, либо откупиться, либо убить того, кто назначил за тебя награду, либо после битвы между Спартой и Афин, в том регионе, где назначена награда за твою голову. Ага, но мне больше по душе, типа, кто заказал меня шлепнуть. Так, ну и получается, смотри, еще один кузнец. Еще один кузнец, но это не в ту сторону. Слушай, ладно, давай уходим отсюда к Оракулу. Я на самом деле, я боюсь. Юрий, приветствую, удачного стрима. Спасибо, добро пожаловать, располагайся, приятного просмотра. С наступающим. Типа как-то странно, ты ходишь, дерешься, 11-й, 30-й, ну ладно, наемники 30-й. Ну то чувство, как будто я сюда еще должен вернуться. В любом случае. Все, отплываем, друзья. Потом сюда вернемся. Пойдем с Оракулом, с матушкой поговорим. Или с кем-то там по квесту. Таран идем. Ну все, спокуха. Так, у меня двое стоят. Что еще мы можем? Наемники нет. Урон тарана, скорости появления уязвимых мест. Урон от стрел. К выносливости грибцов. Ох, а тут уже дерева-то сколько надо. Ну тут, понятное дело, возможно, все надо на дерево, да, акцент делать. 105. Снижение урона при подготовке, снижение урона от огня. 4, нет, пока оставим. Тут еще горящие. Додать скорости! Перевести дух! Вперед! Жаровню в первую очередь. Чтобы жарить. А что там по жаровне? Да, надо леса накопить. Открывать доступ к горящим стрелам и копьям. Во. Но у нас сейчас, видишь, как, Юрец, мы в основном-то особо здесь не плаваем. Вот. А как начнем перебежку уже по морям. Подожди, а это будет один залив вот этот? Мы только здесь будем драться, что ли?
О, Яков, Яков. Яков, добро пожаловать, с наступающим. Нагнать скорости! Живей! Гребцам нужен отдых! Да, пока песенки поем. Вперед! Мы сможем быстрее, как только гребцы отдохнут! Главное, чтобы на нас не напали. Яков, дружище. Да, это Яков. Ты мне расскажи, как у Димки ник? Ты куда ж ты лезешь-то? Да он первый. Он первый начал. Замедляй! Готовьте руки! Еще один залп! Приготовьтесь к столкновению! Лучники! Готовьтесь! Навались! Они идут прямо на нас! Потише! Дайте быстрее! Помедленнее! Отдать паруса! Лучники! Готовьтесь! Быстрей! Это все ветер! Готовьтесь стрелять! Вас дало из сердца вон! Впереди лишь море! Легче! Не буду я его на абордаж брать. Так, с кораблями легче сражаться будет. Древесину легче всего добывать, если раскалываешь корабль напополам. Ну, типа тараном. Да, я понял. И вас с наступающим. Чак Норрис, если не ошибаюсь. Чак Норрис? Нет, Чак Норрис это Тимур. Открытое море! Это походцу. А ну шустрее! Я просто думал, что Димка у него Вотчака, а то зашел-то парнишка недавно с ником Вотчака. А я говорю, ты не Димка? Он такой, что-то вообще фигню какую-то гнал. И да, и нет. Я, говорит, вообще Никита. А я что-то подумал, что это этот братишка, Димка. Гребцам нужен отдых, капитан! Гребцы, медленнее! Соберите сокровища. Так. О, обломки корабля. Ничего себе. И там, кажется, акула, да? Да-да-да. Да-да. О. Навались! А, Чак Носер. Курс в открытое море! А я подумал Норрис. Да, извиняюсь. Понял. Ты чё, брат? О. Поплыли, друзья. Сколько вас тут акул-то? Чего? А чё-то я обрадовался-то. А с первыми акулами у меня встреча была благоприятная. Они меня не кусали. Охотятся с удвоенной прытью. А ну шустрее! А тут такое. О. Эй! О. Не все, оказывается, одинаково акула. Скорей! Задать скорости! Гребцы, ну! Так, хорошо. А как, где, подожди, пришвартоваться? Да там три, нет, там 3 штуки. Прям с воды. Давай попробуем.
Мне показалось, они очень глубоко под водой. Как их там пробить-то? Анаран. На-ра-на-на-на-на. Во. Так, сколько там было? 3. Большая черепаха. Ребята, тут ваши родичи. Большие черепахи. Капитан покинул мостик. Всем вольно, ждите приказов. Так, ждите приказа. Говорит, расстреливать, да? Вообще изи. Я серьезно, я так и подумать не мог, но это нелогично. Чтобы ты, сколько там, 2 метра, глубина даже. Еще кого-то из лука прострелил, главное. Так, где еще он? Хотя да, Ричард мне раньше, по-моему, про это писал. Расстреливал лучше с воды. Согласен, но тут можно меньше, чем Линк, больше, чем. Где корабль-то мой? О. Ну, это странно, реально. Так, это какое-то крушение было, да? Окей. Вижу точку. Пускай ребят, наверное, плавают, а мы так пройдемся. Из лука убивать. Да, Юрец, да. Я уже понял, спасибо. Просто как бы в реальности это невозможно. Там насколько, ну, приблизительно, ну, на метр, может быть, стрела войдет. Дальше, конечно, вода там и так далее. Выплюнет. О, во-во. Плутаемся. Вроде не воровство, и ладно. Военный лагерь. Советую тебе уйти. Найду укрытие. А, извините. Извините, да, я вас понял. Так, ну это нам по зубам. 11-го. Сожгите припасы армии, заберите и убейте капитана. Свистнем, сейчас кто-нибудь придет. Не идет. Не хочет, говорит. Я ему а он не Опачки. Не палимся, не палимся.
тихо, 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 тихо. Здесь кто-нибудь есть? Аккуратненько. Так, подобрать... Нет. Припасы ограбить можно, прежде чем ящик жечь. А, нужно. Можно. Можно, нужно. Понял. Сначала все собираем, а потом жгем. Правильно? Вроде так я делал. Там... А, там какой-то пёсель сидит. Не получилось по стелсу. Сори. Я даже не вспотел. Кто там не вспотел? Я думал, ты слабее. Там собака помогает мне. Я клетку разбил, видать. А, это рысь, рысь, ребят. Немейский лев. Да вы обалдели, что да откуда вы такие-то? Рысь, лев, красное яблоко. Залази. Там разборки такие. Откуда она? Вот откуда ты пришла? Вот там был один капитан, ну. Я так хорошо забатил. Рысь разбил, она начала драться с львом, еще с одним капитаном. И это кто? С ножиками. Ты, блин, кто? Ты почему? Стой секунду, давай предположим. Так, Альт. Убейте вот капитана. Вот это кто был. Вот теперь мне немножко все понятно стало. Со львом, друзья, со львом, да. Хорош там. Можно также типа рысь открыть. Не, ну уровень сложности вообще бомба. И вон она, короче, пошла. Или он. 11-го, да, 11-го. Угу. Умри! Он тут! Ага!
Нормально летят копья. Там еще один, что ли? Да, господи, да откуда ж вас? Я извиняюсь, друзья, сейчас одну секундочку, послушайте музычку пока. Что-то у меня хворь напала. Я пошел разминаться. Сейчас, секунду. Так, я извиняюсь. В общем-то, смысл в том, что типа, чтобы по стелсу играть, надо качать стелсовые навыки, да? А так я в любом случае, получается, что не добиваю, и они все равно триггерятся на меня. Пока будем байтить, а что делать-то? Сейчас льва сначала убьем. Да вы меня уже загнали, ребятки. Дальше некуда. И типа там еще один лагерь.
давай. А у нее тоже, смотри, вертухан какой интересный. Так, ну все, тебе осталось немножко. Главное сейчас не попасться. Куда я ударил-то, ну? Я волнуюсь, но, возможно, из-за этого горло першит. Я жив. Ты жив, говорит? Сейчас, подожди. Надеюсь, тебе есть чем платить Харону. Вообще. Подобрать нет. Так, стоп. Мы возвращаемся сейчас в лагерь. Давай-ка посмотрим, что мы там подсобрали. Урон охотника. Хотя тут есть урон убийцы, урон воина. Устойчивость в ближний бой. Наручники Тисея. Урон воина. Ух ты. Что-то реально полезное. Урон от посохов, урон охотника. Ну, тут, по крайней мере, доспех есть. Броня, да? Так, это что у нас? Браслет Гики. Простой браслет, на котором выгравированы имена Гики и Гелион. Гелон. На этой некогда милой вещице полно вмятин и следов от акульих зубов. Это, видимо, корабль, который мы, да, затонувший взяли. Урон от яда, урон охотника. Кстати, булава мне зашла. Она хоть очень медленная, но если прям ударить, мало не покажется. Кинжал ассасина, да, я помню. Там он как расходится, как начинает эти... Давай так, с двумя мы справились уже. Или с тремя. Там опять же капитана.
Кончились стрелы. Фигово дело. Я тебя найду. Сдавайся, наконец. Не отнимает щит. Кого он позвал? Братиш, нужны стрелы, братиш. Ну, блин, ну... Я не знаю. Щиты все пробивать. Где брать? Откуда? Стрелы не хватает. Не, со стрелами можно байтить, разбивать. Награда за мою голову растет. Да ну тебя. Растет она у меня. Так. Снаряжение, подожди. Способности. Тесей у нас осталось, кинжал остались. Нет, не надо нам кинжала. Я благодарен, но не надо. Что-нибудь по убойней. Автоизготовление поставь. Так, вот, слушай, сейчас я посмотрю. Это верно. Но у меня, по-моему, стоят. У меня, по-моему, стоят, да? Стрел через колчан ставится. Ну вот. Да-да-да, Юр, и это я разобрался. Спасибо. Видишь, там перка не хватает, чтобы щит отнять. А это какой-то королевский. Я схвачу тебя. Старайся лучше. Я убью тебя. Верни. Сначала одного, да? Щемим, потом другого. Сейчас я зачитаю обязательно, секунду, друзья. И древесинка кончилась.
Ты глянь. Кажется, лучше, чем выглядишь, но все равно скверно. Вот это ты, конечно. Что ты еще на ногах? Да вообще. Так даже веселее. Братан, один удар. Надеешься победить? Странно, что ты еще на ногах. Достойный соперник. Так даже веселее. Сейчас, стоп, соберем. Подобрать. Если стоит, они сами... У меня дерева нету. Копию Леонида надо улучшать, чтобы любые щиты. Да. У меня на единичку прокачано сейчас способности. На единичку щиты. Где они? Вот они. И тут получается, что больше заданий с каким-то там уровнем. Где тут? Пока не вижу. В общем, надо прокачать. Пока недоступно. В чем дело? Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Так, второе сокровище, да? Не, ну еще надо полагать, что сложность, наверное, дает о себе знать. Боль и страдания на максимальном уровне. Ух. Так, а где у вас стрелы-то? Типа кинжалу топ, но с кинжалами надо привыкать. Дубины вот зашли. Дубина, если раз прям бахнул, все, он такой типа поехал, пошатался. И ты там еще серию ударов можешь нанести. Ох ты, рысь. Поймали тебя. Пояс Ареса. Что-то прям все в Аресе. Какой-то лук охотничий. Кстати, лук, возможно, мне стоит заменить. Вот так вот. Вот, стоит же, да, на авто изготовление. Урон охотника, не-не-не. Пояс Ареса 12 уровень. Урон воина. Но потом. Так, Т, я помню. Сбей огонь! Ой, горю, блин. Горю! Как больно! Военный лагерь. Мне удобнее посохом сражаться. Булава медленная. Да, булава медленная. С топором еще неплохо. Опа. Так, это я другую, да, отметку поставил. Это куда-то туда. Все, движемся, область открываем. Где там я? Та-ра-та-та. А ты, Юр, на какой сложности катаешь? Да Ричард говорит, у него, правда, уровень там повыше. Говорит, поставил максимальный, говорит. Зажать ПКМ, а потом ЛКМ, он тогда бросит факел. Просто бросить. А я Т ставлю и это самое, махаю факелом. О, да Ричард, какой у тебя там? 50 какой-то, да?
Поставил максимальный, говорит, и наемников сразу тьма, да, появилась. Ну, в разы больше, так скажем. Вот и я тут страдаю. Не, ну классно. Кстати, ребят, напишите, как вы смотрите на то, чтобы поиграть в такую игру. Я в ней мало опытен, но... 61. О, 61. Ну, это рогалик, скажем. Как он там? Рогайл Тайл. Как-то что-то такое называется. Короче, Dunkin's Dungeons поиграть. Она тоже не одним стримом игра. Подземелье, там войска, там все дела. Как вы смотрите? Катануть. А по поводу оружия, мне пока топоры. Топоры булава. Булава, правда, медленная довольно-таки. Но вот с топором ничего так. Так, еще один лагерь. Проходил на среднем, но давно. Уже сейчас, думаю, перепройти на кошмаре. Понял. Осторожно, награда за вашу голову. Кот, ты меня вот отвлек? Да, вот ты отвлек меня, и я не могу прочитать. Не успел прочитать. Вот, по поводу Darkest Dungeons. Что вы думаете? Там можно из чата имена, типа, брать отряд, сделать. Так, чисто поугарать. Ну, Fallen Goods скоро будет тоже. Надеюсь, меня еще не заметили. Надеюсь, меня, говорит, не заметили. Сейчас может пес нас учуять. Я не оттуда зашел. Круто. Да, я специально за дерево. Стоять. Есть. Если вокруг темно, удерживайте Т, чтобы освещать. Это мы сделаем. Я обычно так делаю. Первое прохождение среднее, чтобы посмотреть игру. Если игра заходит, прохожу А. Ну да, типа раз пройти-то стоит и не заморачивайся. Не, мне тоже, если игра кажется сложной, то я и не пытаюсь что-то там сотворить. Там максимальный уровень. Или еще что-то такое. А если ты немножко знаком с игрой, да, то а почему бы и нет? Ну, типа, с Ассасином мы немножко знакомы. А почему бы и нет? Стоп, тебя еще надо же освободить, вот. Оглушить. Сейчас он на корабль, да? Мне нужны моряки. И Пойдешь? я плачу больше всех.
И чтобы открыть меню корабля. Что там такое? Мощность стрелы. При использовании стрел. Мощность огня. А у меня Айва и Баек. И тут еще Иви Фрай, да? Хорошо. Курточка какая-то у нас. Есть. Курточку нацепили. Что еще? Оружие какое-то? Ну вот у нее копье-то копьем, но у нее урона поменьше, и у нее урон охотника. Не, мы чисто воин. Хотя смотри, у меня убийца 3000 урона, а у этих прям слабовато. А что это у тебя? У него вообще урон охотника. Могу. Стой. Так, да, неоткрытое место, идем. Ту-ру-ту-ту. Так, я понял, да, про Dark Dungeons. Не особо. Да, не всем нравятся, может быть, рогалики и так далее. Пошаговые. Я на самом деле там тоже немножко учусь. И не совсем получается, даже на легком уровне. Я так далеко-то уйду, хоть нет? Давай повыше. Стой, 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 братиш, дерево, стой. Ну, я же говорю, смотри, 3 древесинки. Это 3 стрелы. Вообще на тяжелом уровне сложности, вот я сейчас играю и так далее, воин классно. Ну, типа отхил есть. Туда-сюда. Но хочу отметить, что тут и яд нужен, и огненные стрелы, если они есть, и лук обязательно. Против скопления. Хотя, с другой стороны, там есть оглушающая граната, если на тебя много напало. И булава. В общем, билдов тут полно, да? Что с чем сочетать. Туру-ту-ту. Михалыч, я мир твоему дому, Михалыч. Такого в лесу встретишь, булава не булава. Бежать дальше, чем видеть. Синхронизируйте. Да, конечно, я ж сюда-то что, просто так бежал? Не, мы сейчас всех увидим. Красота. Природа. Отдых сатира. Это еще 500 метров бежать. Храм змеи. Чего? Заглянешь в Steam. Храм змеи. Steam заглянешь. Сейчас, секунду. Да, Ричард, ты чё, что такое-то? Да зачем, дружище? Спасибо большое, очень приятно. Спасибо.
Джадер Альянс супер. Благодарю. Спасибо, очень приятно. Я, правда, не знаю, что это за игра, но, по-моему, если я не ошибаюсь, то это стратегия, либо это экшон, стрелялка-пулялка. Не помню, в голове крутится, вертится, либо то, что братишка мой играл, только это вторая часть, либо это что-то с пошаговостью. Хорош, хорош. Прям нежданчик. Осторожен. Так, я буду осторожен. Я осторожный, я сама осторожность. Я просто сейчас не могу игру посмотреть, у меня там вкладка открыта, мне там этот разраб чата помог, и типа я не закрываю вкладку, а то потом не найду. Наподобие Fallout 1. Изометрический вид и так далее. Блин, слушай, бомба, я прям вот от души. На самом деле я еще тот штрафник по играм, мне и Far Cry, по-моему, 5 или 4 там тоже задарили. Говорят, давай, Мишань, проходи. А я все в ассасин. Поэтому я надеюсь, что все это пройдется рано или поздно. И никого не обидим. Главное, что дошел. Спасибо. Вот что самое фиговое, то что в Стиме, вот лично как по мне, все как бы классно, но почему нельзя купить именно ключик? Может, есть они, там уже продаются. Ну, типа, чтобы сделать подарок, я имею в виду разыграть, такого нету. Ты купил ключи от игр? Нет, надо именно задарить другу. Для себя там выбор, либо для кого-то. Так, стоп. Храм змеи. Заберите табличку, убейте. Сейчас. Опа, это еще и сзади. Тух-тух-тух-тух-тух. Тут когда они кончатся-то эти тух-тух-тух. Еще 2 тух-тух. Это змея такая, ты посмотри. А это не ту, которую мы били в истоках. Это не та змея? Когда у нас лук был там какой-то световой. То ли с Аидом, с кем-то мы там встретились, и все, память моя вышибла. Ну, вы, наверное, понимаете, о чем я. Ты кто? Простите, я просто не понял, кто это.
О, как же мне тяжело сейчас. Тебе осталось недолго. Трындец. Серьезно. Полный. Хорош. Ты что делаешь-то? Я и так весь в твоей Да остановись, остановись, брат. сколько можно. У тебя нет ни шанса. Я понял, я понял. Тебе осталось недолго. Ага, стой на месте. Слишком просто. Убейте! А вот нехорошо, да, там нападать-то? Стоять, стоять. Как же я так ударил? Ну. Ладно, главное продолжать. Видали, какая штука у него? Фух, фух, фух. Прям вертуха. Мелисса. Да не хочу я с тобой так драться. Тебя надо сначала как-нибудь завалить. Кончились стрелы. Блин, здорово. Не стоило лезть в драку. Почему у меня всегда заканчивается стрела? Ну это что ж такое-то-то? Ну вот прям вот стрела она заканчивается. Ну, погоди. О. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Да не получится не действовать незаметно. Потому что у меня он не убьет по ваншоту. Ну типа по стелсу не пробиваю я. Они еще со щитами какие-то челики. Так, подожди. Как всегда, какой-то тут охотник. 9 уровня. Угу. О, смотри, бежит. А у меня, видимо, уже в курсе, где я, да? Сейчас пока я тут смотрю, мне прибежит и там тын кортиком.
Ладно. Во-во-во-во. Вот его бы сейчас я прижал бы. Поехали. Хорош. За Орду? Или мне показался? Я просто теканул сразу в храм. А то, может быть, убегать придется. Далеко, говорит, не уйдешь. Да я не собирался, ребят. Я готов. Сейчас, стой, стой, стой. Мы сейчас с тобой, знаешь, что сделаем? Мы сейчас с тобой, дружище, поставим какую-нибудь курточку или что там, штаны. Урон охотника, яда, здоровье плюс 2%. 20% урона открытого удара при низком уровне здоровья. Это убийца. А тут пояс древнего царя. По-моему, вот это пока сейчас профитней. Во-первых, потому что 2% здоровья, урон от яда. Потом мы, конечно, на это поменяем. Ну все, видишь, они успокоились. Они успокоились, мы заберем сейчас сокровищницу. Убили еще одного охотничка. Ну вот смотри. Видите? Я их не пробиваю. Я не дам ему сбежать. Вот что-то слишком шумное. Опа. Ну я углушанул. Что происходит-то? Подожди. Это что это такое? Сюда потом по сюжету надо будет. Я справлюсь, я должен, Юрец. Я должен. Хорошо. Давай. Братук. Хорош. Я представляю, я с кинжалом бы сверлил бы это все дело. Нет, не осилил бы, я уверен даже. Какой-то у меня кот разговорчивый стал. Че это с ним? А, подожди, тот валяется, которого я нанял. В кустах, в кустах.
нанять. Я могу предложить тебе гораздо больше. Фигурные серьги. Слушай, а вот это же, ну, народ, какой он на себя-то? Прочности корабля. Нанять, отпустить. Гребцов. Урон от стрел. Так, это капитан. Давай, пошел, пошел. О, хорошо-то как. На все хпшечку. Подожди, лук. Лук, лук. Съедись отсюда. Она сейчас будет жестить по полной. О, есть. Еще один. Давай, со скалы его. Пошел. Ушел. Хорошо. А это еще, походу, капитанчик, да? Смотри, просто. Ему как бы все равно, что там щит у него. Ты еще кто такой? Смотри, опа, ты за меня, что ли? Готовься умирать. Смотри, а он его тоже Еще не... бьет. Подожди. Ха-ха, я готов. Не, вот это мне понравился. Чувак говорит: тихо. Долго это не продлится. Есть. Ты чё, говорит, в драку вмешивайся? Вот этот вот Кэп сейчас. Такой раз и того бить. Наемника. Или кто это был? Так, у нас осталось сокровище и табличка, друзья. И мы этот храм на змеи или кого-то там, да, в общем-то, прошли. Хоть и не с первого раза. А тут, я так предполагаю, что надо все-таки синергию собирать. Либо ты воин, либо ты тот, либо тот. Либо лучник, чтобы все в одно стакалось. Круто. Может быть, все-таки... Да, коня. Фобуса нельзя призвать. Не Фобуса, а Филиппа. Это мой Филипп. Он где-то залип. Ух ты, да что ж ты делаешь ты с этим? Я ж думал, там лут. Так. Давай, вези нас. Ты куда?
Это что за самолет-то? Слушай, Фобос, подожди, я боюсь и... Нет, ну я понимаю, где-то разбиваюсь, но ты лошадь, ты как так-то? И погнал. Тыш. Привет, Денис, привет, с наступающим. Ты до скольких играть будешь? А сколько сейчас времени? Ну, мне главное до 3 закончить именно до 3 часов, не позже. Мне сегодня надо по делам. Слушай, а может есть у нас плотники, друзья, в чате или где-то? У меня, в общем, такая ситуация. Попробую обрисовать. В общем, у всех есть уголки кухонные, да, и так далее. И у нас уголок, он из ДСП. Ну как, кухонный, там все обшитый. И, короче, вот эти болты, на чем полки держатся, да, ну, то есть открываешь, закрываешь, петли прикручены. Да, и, короче, они вырываются, прям ДСП сыпется. Что можно сделать так, чтобы ДСП не сыпалось? Вот петли, где прикручены, они прям как будто вырываются с ними. Может, есть знающие, кто-то что-то подскажет. Я просто говорю, не плотник, и поэтому... Вот сегодня поеду в магазинчик что-то смотреть. Какие-то шурупы, какие-то шуруповерты, я не знаю, какие-то петли. Вообще самое фигово, когда уголок кухонный еще из ДСП. Это же влага и так далее, пара, вот это все. В общем, у нас отвалилась дверца. Одну дверцу я задел, а вот вторая слишком тяжело. Причем она не сбоку открывается, а сверху так поднимается. Такая чисто бытовая темка. Так, а кто тут у нас вообще? Тут есть кузнец. Святилище Дельф. Оракул не такой мрачный, как в Спарте. Ох, да, оракул. Подожди, брат. Я очень долго шел, мне было тяжело. Но я к вам дошел. Так, у меня будет вот это урон воина. Сапоги, урон посохов. У меня что считается? У меня булава считается. А не урон посохом. Да, это булава. Топорик бы какой-нибудь мощнявый. Стрел, я думаю, мы где-то насобираем с вами. Шлем такой. Ну, интересно. Так. Приветствую тебя. Булавы, 6 охотника. А у них булав у всех, что ли, охотник? А, посох это я понял. Он там что-то как этот, Шаулинь фигачит, да? Топор. Урон убийца. Это все мы найдем, ребятки. Все найдем. Что у нас по улучшениям? Мечи точно нет. Кинжалы навряд ли. Нет, это все не надо. У меня товары отменного качества. Кот, ты чего там у меня, кот? Клич боевого Ареса, шанс у крита, урон пинок спартанца, к адреналину за удар, убийцы. Да, вот была вот что интересное, то что ты если пробил комбо-бомбу, у тебя адреналин набрался. Так, идем к Пифи или кому там, к Оракулу. Одиннадцатый уровень. Столько фартов, сколько я? 2 или 3 где-то, да, зацепил, прошел. Сами боги оберегают эту землю. А опыта что-то никак. Сами боги. Там змея здоровая была.
Варнава. Алексиос, здесь прекрасно, правда? Боги так близко. Я чувствую присутствие Аполлона. Как дела, А завтра будет стрим? Да, да. Говорим. Денис, завтра будет. Кто это? Ассасины либо Fallen Good, либо Dark and Dungeons, а может быть еще что-то. Я спросил, так ли оно? Ну, вообще по Ассасину рассчитываю. Ну, и как? У меня больше вопросов, чем ответов. А то она и оракул. Ты не соврал. Это и правда копье Леонида. Само сорвалось с языка. А, я что хотел подметить. Ну, я предполагаю по сюжету, что все-таки Алексиос и Кассандра это дети Леонида. Если это не Николаса, ну хотя это потомки, но Николас сказал, что это не его дети. Как родных там и так далее. То есть выходит так, что... А кто у нас потомок? Ну может быть это сами Леонида детишки. Видите, копье Леонида, ты не соврал. Ты не умеешь хранить секреты. Было бы хорошо, если бы ты поменьше болтал. Просто он интересуется легендами, как и ты. Я думал, вы поладите. Как же... Ты узнал копье, лишь взглянув на него? Ты непростой паломник. В Дельфах все сложнее, чем кажется. Даже я. Так, ребят, сейчас подождите, 2 секундочки. Сейчас по ходу сюжет тут будет закрученный, замученный, все интересно сейчас. Сделайте, да, 2 минутки, чаек, кофеек, там, лимонада, компот. А, Юруда писал сюда потом по сюжету в храм змеи. Да, потом по сюжету мы придем обязательно. Сделайте там свои дела, да, пару минут и продолжим.
Так, извиняюсь, друзья. Продолжаем. Меня зовут Геродот. Я историк. Или был им. Война толкает нас на отчаянные поступки. Геродот, да? Это правда. Почему ты скрываешь свое имя? Я здесь по заданию жителя Афин. Очень могущественного. Мы хотим положить конец войне. Ты сказал, что хочешь задать Оракулу личный вопрос. Война касается и... Сейчас, одну секунду. Дмитрий Косарев. Спасибо большое, добро пожаловать. Спасибо за поддержку. Ребят, всем от души. Всех с наступающим, спасибо. Меня, Варнава. Значит, ты просил у Пифии совета, как прекратить войну? Верно. Но в Дельфах что-то неладно. Стражники на каждом шагу. Людей гонят прочь. Надо бы поговорить. Сомневаешься, можно ли верить Пифии? Что она сказала? Я спросил ее, как нам закончить войну. Она ответила, весне не следует желать зимы. Она несет ей погибель. Как мудро. Я не понял ни слова. Но поэтому она там, а мы здесь. Я не понял ни слова, говорит. Ха-ха-ха! Ты слишком долго жил на Кефалинии. Безумие какое-то. Неужели столько людей хотят увидеть Пифию? Это не просто люди. Каждый город присылает сюда послов от имени своего народа, чтобы получить совет. Пифия решает судьбу не только отдельных людей, но и всего греческого мира. Огромной властью обладает тот, кто вкладывает слова в ее уста. Это Аполлон. Само собой. Кстати, недавно смотрел, вчера, по-моему, фильм «Троя». Вот эти Аполлоны, Древняя Греция. Этот играет, как он? Не Бен Аффлек-то. Брэд Питт. Четко кино «Троя». Мне понравилось. Я представлял Дельфы совсем другими. Здесь всегда было так. Нет. Раньше в Дельфах были рады гостям. Всему виной война. Политики используют Пифию в своих целях. В военное время пророчества вызывают волнения. Держи оружие в ножнах. Кровопролитие считается оскорблением Аполлона и сурово карается. Так, я хочу поговорить с Оракулом. Я хочу поговорить с Пифией. Но очередь! Да я состарюсь раньше, чем дождусь. Ха-ха-ха! Да ты шутишь! У тебя нет недостатка в оружии. Я не хочу проливать кровь. Кровь? Просто зайди! Кто тебя остановит? Жрец? Ладно. Но если что-то пойдет не так, виноват будешь ты. Он потрясающий. Нет, четкий Варнава, да. Добродушный такой. Ну, потрясающий, правда? Так, синхронизируйте, может быть... Сейчас, стой. Давай сначала к Пифи тогда заглянем. Я хочу увидеть Пифию. Войти могут лишь те, кого избрал Аполлон. И как стать избранным? Занять место в очереди. Я похож на того, кто готов ждать. Да там нет никого в очереди, да? Говорит, займи очередь. Так, надо телефончик зарядить, поставить. Чё 12:00, Денис? Ощути силу света Аполлона. Этот свет способен разогнать тьму. Выбирай мудро, смертный. Лишь один вопрос. Скажи, что хочешь знать?
Я лишился матери и хочу найти ее. Где она? А второй выбор, кто мой отец. Это ты! В моем видении! Дитя на скале! Откуда ты знаешь? Уходи отсюда! Иди! Уйти? Ты хоть знаешь, чего мне стоило сюда попасть? О, я знаю. В Каососе ты бросил вызов жрецам. Ты спас девочку и ее семью. Но как? От света не скрыться никому. Прошу, помоги мне. Ответь на мой... Сейчас, секунду. вопрос. Дитя скалы. У культа космоса везде свои люди. Они убьют тебя. Культ космоса? Оракул умолкает. Пророчество сказано. Ты не ответила на вопрос! Пифия сказала тебе все. Я не уйду без ответов! А могли спросить про отца? Может быть, мы как-то с Пифией в другом месте встретимся? Геродот, ты еще здесь? А где Варнава? Он вернулся на корабль. Пророчество тебя не порадовало? Она знала, кто я. Это Пифия. Она притворяется, будто все знает. Нет же. Она видела меня ребенком на скале. Любой мог стоять на скале. Меня сбросили со скалы. Это мое рождение и моя смерть. Говорю тебе, она знала, кто я. Что сделал? Пыталась предупредить. Предупредить? О чем? О культе космоса. А там вообще были такие слова космос? Типа они же ведь не знали. Культе космоса. Знаешь о таком? Откуда слово космос? Вообще с какого года пошло? Слышал кое-что. Его адепты появились в Дельфах. Но это только слухи. Похоже, Пифия их боялась. Стражи увели ее. Увели? Значит, слухи не врут. Если они добрались до Пифии... Это ужасно. Понимаешь, что это значит? Теперь культ управляет миром. Я поговорю с ней, когда ее не будут так защищать. Тут без чуда не обойтись. Она всегда под охраной. Ты многое знаешь о Пифии. Где ее найти? Да, ее бы найти бы так, вне храма. Она в своем доме, в хоре Дельф. Не могу же я врываться во все дома подряд. Дом Оракула будет несложно узнать. Она единственный человек в хоре Дельф, который может позволить себе жить в роскоши. Где в хоре Дельф находится дом Пифии? Я слышал, она живет на окраине. Но помни, ее охраняют. Не все являются к Оракулу с благими намерениями. Я разыщу дом Пифии и получу ответы. Алексио, вспомни, где нужно действовать хитростью, грубая сила не поможет. У меня булава есть, бать. Разговор с призраком. Так, Пифия живет в Факиде. Она на востоке священных земель Аполлона. Ее дом расположен в хоре Дельф. Так. Дочь Артемиды. Возраст не помеха. Так, погоди. А где храм-то? Я хотел же синхронизацию сделать. Меня, правда, хоть и выгнали оттуда, но... Мы ж туда не лезем, мы сейчас просто на храм. Что ты сделал-то?
Можно спросить, что он меня сделал? Я не с той точки прыгнул и по лицу дал. Еще его можно нанять и так далее, но зачем? Ох, колесница. А вон, возможно, дом-то этот. Театр, да? Миракл Икар, точнее, улучшил свое что-то навыки зрения. Так, стоп, давай. Так, это у нас не то, это судьба волка. Вернись к Факиду, лагерь паломников. Найди Пифию. Пифия Факиде. Факида у нас большая. Она на востоке священных земель. Восток здесь. В хоре Дельф. Так. Какие-то пещеры. Филоксен какой-то. На востоке священных земель Аполлона. Может, где-то здесь? Хоп, там сундук. Хори Дельф, подожди, хор. Хор — это, возможно, театр. Не понимаю. Подожди, давай внимательно смотреть. Вот они, священные земли Аполлона. И она... Золотым цветом должен появиться, когда ты рядом с целью. Ага, спасибо. Вот, все, нашел. На востоке священных земель Аполлона. То есть священная земля Аполлона, восток где-то здесь. Возможно, вот она, усадьба какая-то. Ну или дом. Тут поле битвы. Я предполагаю, что это где-то вот здесь вот. Либо вот здесь вот. Вот что-то из этого. Так, теперь 570 метров. Ух ты, шагать-то нам как далековато. Коня я не хочу. Вот тут, по-моему, транспортные эти, только кони, да? Ну какой-то у меня конь этот Филимон, ну вообще опасный. Тут пешком-то боишься бежать, как бы где не споткнуться, не разбиться, там, не спрыгнуть там и так далее. А коняшка прям бодро, смело, главное. Стой, мне дерево надо. Есть тут дерево? Драгоценные камни, железо. Пойдет. Пока драгоценные камни некуда мне пихать. Но потом, возможно, для улучшения. Нам они сгодятся. Так, да, Ричард, ты мне скажи, ты сам Джаред Альянс 2 проходил?
то я, помнится, меня на Деспирадо забайтили. 3 проходил я. Игра-то в целом ничего такая, особенно за Гектора. Мне понравилось. О, ты не боишься один-то гулять? Смотри, без всего, без амуниции, без оружия. А там тигр или кто это? А, собака. Вы находитесь близко к цели. Оракул прячется внутри. Во. Получу ответы. Значит, мы и правильно угадали. Ну, хотя по карте там единственное... Пару раз проходил. Угу. То есть, как бы игруха, ну, типа внимания, да, требует. Интересно. Бомба. Там это, не забывайте в Epic Games получать халявные игры. Вчера контроллер раздавали, но это уже не первый раз. Опять же, не у всех она может пойти. Так. Слушай, братан, а ее не охраняют? А, там Михалыч кабана, короче, ловит. Михалыч, давай. Я верю в тебя. Так, убейте капитана, заберите сокровища. 2 штуки. Убейте стражник культа, убейте капитана. Стражник культ 4. Сокровища, ладно, мы видим. Вот он 1. Вот он 2. Капитан. Камерос обжора. А чё они все 9-го-то? Причем, да, действительно, смотри, эти. А, нет, вот 11-го. Типа один немножко слабоватый. Ну как слабоватый? Зато он с собакой. Кабанчик. Сейчас, может быть, вепрь нападет. Пятачок, давай. Я помогу тебе, давай, нападай. Куда ты пошел-то? Давай, говорю, нападай, он взял, ушел. И ты смотри. Иди сюда. Да... Кабанчик — самый противный противник. Так они, смотри, они жителей убивают. Может, они Михалыча завалили? Зато кожа. Именно когда их толпа. А-а-а. Ну мы с булавой их, наверное, раскидаем. Так, ладно, тут какая-то загадка, то есть печь. Возможно, нам надо это все дело поджечь. В дальнейшем. Ну вот я ведь сейчас его не убью. Ну, конечно же. Но он как бы не орет, что? Но сразу розыск появляется. Теперь можно тебя не бояться. Он просто здоров. Он просто здоров. Это ж сколько надо прожить-то? И скрытный удар, и яд, и щит отняли, и он живет. Да что?
Ну, типа, я тоже, да, иногда лишний раз не уворачиваюсь и думаю, здоровья много и смело действую. Надо поаккуратнее. Булава бы. Не, мне топорик бы, на самом деле. Не стоит здесь оставаться. Не стоит здесь оставаться. Так, подожди. Дай-ка, предположим, мы... Вот, урон охотникам. Мне охотники не нужны. Воин нормально. Тут тоже воин. Тут надо уровень. Причем урон убийцы больше, чем у воина. Но это ж... Так, по лукам нет. У меня, да? Мечишки пускай будут. Тут только булава. Я в грядках застрял. О, выбежал. Хорошо. Да ты можешь не атаковать-то, брат? Странно, что ты еще тут. Я понял. У вас кончились стрелы. А это фигово. А это фигово. Ну ладно, минус 2 сделали. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Укрыться щитами. Да не отнимает он у него щит. Все, отнял, друзья, все нормально. Пяток стрел, пяток древесинки. О, пятачок. Пятачок, ну стой. Да всех, смотри, всех жителей там крошит. Столько потратил и ничего не собрал. Так, подобрать нам не нужно. Давай дальше. Требуем продолжения. Тут
тут определенно еще можно стрел подсобирать. Да побольше. А, тут луки? Не-не-не, мне стрелу нужна. Украшенный лук. Вот, урон убийца. Ну, типа, это по стелсу бить. Я согласен, надо по стелсу больше работать. Там еще один пятачок гоняет. Заберите сокровища, там еще одни сокровища. А, он спит, смотри. Lions 2 Wild Fire, она сложнее. Больше противников, и они более сильные, чем в классе. Ты ж спал! Ты че встал-то? Больше противников и более сильнее, чем в классике. Принял. Смотри, а он еще и с рысью. Предлагаю рысь сначала убить. Да, рыси убить было верным решением. Просто заколбасил его. О! Сведения о наемнике. Иллирийский шлем. Ну-ка, друзья. Посмотреть. Урон воина. Урон охотника. А, 3% здесь от луков с большого расстояния. Чего? Алексиуса выбрать. Давай так выберем. Побегаем немножко без всего. Так, курточка, урон убийцы сравнить. 11 уровня. Ну так мы бустанем, конечно, доспех минус, но урон убийцы в плюс. А охотника, наверное, имеется в виду, типа, урон с лука, да, идет. Ну да. И какая-то там булава 9 уровня. Смотри, урон убийцы. Именно булава. 2% урона в режиме ярости. И 3 адреналина за удар. А тут 6 адреналина за удар. Хм. 2% урона в режиме ярости. А как это понять в режиме ярости? Это когда накапливаются, что ли, у тебя? Такие адреналин постоянно трачу. Так, ладно. Попробуем. Проверьте снаряжение. У вас есть лучше, чем сейчас одето. В смысле? Может, они про булаву эту имеют в виду, что это шляпа полная? Нет, все равно. Что у меня может быть лучше? Тут нет. Тут нет. Пояс. Ну, пояс я не могу. Там 12-й. Шлем. Нету. Что-то батит, по-моему. Может, игра что-то перепутала. А ну говори, где моя мать? Стража! Где отец? Мне просто нужны ответы. Пифия — священный сосуд богов. Люди из дальних стран приходят ко мне за ответами, но никто не смеет врываться в мой дом.
Аполлон жестоко покарает тебя. Стража! Я всего лишь ищу свою семью, а все вокруг только лгут или пытаются убить меня. Ты первая, кто хоть что-то знает. Если я скажу, меня убьют. Я остановлю их. Помоги мне, и я устраню угрозу. Хорошо. Только поторопись. Чем дольше ты здесь, тем больше мы рискуем. Что такое культ космоса? За культ космоса. Они всевидящие и незримы. Довольно загадок. Имена. Я не знаю. Клянусь. Они носят маски и плащи. Ассасины, что ли? Ну тогда не было ассасинов, подожди. Культу. Меня заставили. Так, значит, все эти пророчества лживы. Получается, тебе платят за обман? Почти все спрашивают о любви и смерти. Я говорю то, что они хотят услышать. Но если речь идет о войне или политике, мне щедро платят за ответы, которые выгодны культу. Я был в твоих видениях. Что ты видела? Под храмом Аполлона спрятан артефакт. Он показывает то, что знают лишь боги. Ты говорила, дитя на скале. Культ ищет спартанского ребенка, сброшенного с горы Тайгет. Артефакт указал, что это дитя. Да, и это мы. У меня даже копье сзади есть. У тебя есть Там шанс. гадай, не гадай. Дело. Расскажи, где искать культ. Скажи, где они, или будем искать вместе. Под храмом Аполлона есть древний зал. Это место их встречи. Но без плаща и маски, как у служителей, тебе туда не проникнуть. Где мне найти такие плащ и маску? Иногда ко мне приходит один человек. Проверяет, все ли хорошо. У меня самый большой дом в Хоре Дельф, а он все предлагает мне деньги. Мне от него не по себе. Как его зовут? Элпинор. Элпинор! Он служит культу? Я не уверена, но Нам, кстати, по квесту там надо, по-моему, к Элпинору идти. тебе нужно. Ты знаешь, где его найти? К югу от долины Нимф есть крепость. Паломники там. Говорят, он ведет свои дела там. Спасибо тебе. Пусть свет Аполлона приведет тебя к твоей семье. Надо передать Геродоту, что Пифия сказала про культ. Может, он даст совет? А почему, подожди, провалено? К нему загляни. А почему провалено, не понял. Элпинор еще. Это, видимо, мне сначала было к Элпинору идти. Вы понимаете, в чем суть? Мне сначала, видимо, надо было к Элпинору идти, а потом к Пифии. А Элпинор где-то... Сейчас, подожди, где-то я его тут видел. Дочь, нет, это не то. Николас предупреждал Алексиус со змеей в траве, попытавшись убить его в лагере паломников. Элпинор наконец показал свою лживую и опасную натуру. Элпинор все еще в Факиде. Так. Танцы с ведьмой. По-моему, где-то я вот здесь его видел. А почему задание провалилось? Оно, видимо, провалилось, потому что я взял правильный след на него, а другое, которое я должен получить, было у него награду. То есть... Что это за журнал? То есть сначала надо было пойти получить у него награду, а потом только идти сюда.
8% урона, 4 здоровья, 10... О! Вот это уже другой разговор. Хорош. И воины, и здоровье, и 10% крит урона. Ну, это сила крита, это не шанс крита. Так, если я увидал где-то в паломниках... А, вот, Алексис одновременно встретился и с Оракулом, предсказательным будущим, и с Геродотом, знаменитым историком. Чтобы узнать правду, ему нужен был личный прием провидица. Что это такое? Дом Пифии. Сейчас поговорим. Вот с ним, да, поговорить же. Что тебе Геродот. сказала Пифия? Меня ищут жрецы культа космоса, но я найду их раньше. Они собираются в тайном зале под храмом Аполлона. Сейчас, подожди, я водички хочу налить. Это правда? На что-то они годятся. Одурачили меня. Туда не попасть без маски и плаща. По ним адепты культа узнают друг друга. Храм Аполлона легко найти. Он рядом с пещерой Геи. Но как ты проникнешь туда? Нужны плащ и маска. Пифия сказала мне все, что нужно. Встретимся у храма. Но сперва я убью Элпинора, этого проклятого лжеца. Элпинор все еще в Факиде, он где-то долины нимф. Должно быть он в крепости. Откройте карту, чтобы найти цель. Долина нимф. Долина. Долина здесь, что ли? Ну-ка, давай читать. Лагерь паломников. Долина нимф. А как у них нимфа? Нимф же это лесная дриада или как она? Долина нимф. Долина змей вижу. Долина священной войны. Холмы какие-то. Гора. Крепость Фарсала. Может быть, крепость Фарсала найдем. Крепость Дисфины. А где она есть-то? Блин, здорово. Вообще 30-й левел, да, ты какие-то... Какие мне 30-е-то? Награда, говорит, убей. В общем, я не допонимаю где, но предполагаю, что все-таки вот здесь вот он был. Тут лагерь паломников, а мне надо долину нимф искать. Какую-то крепость. Можем попробовать открыть местоположение. Возможно, где-то мы его и увидим. Чё там? Чё делаешь-то? Железо что собирает? Где-то в юго-восточной части долины нимф должна быть крепость. Либо вот это долина нимф, либо я не знаю где, либо вот этот островок. Других предположений нету. Опасный конь, иди сюда. Поехали. Стоп, стоп, это же дерево, это дерево.
дерево важный параметр. Храм Артемида. Причем еще, заметьте, задание, говорит, провалено, но дали шлем. Вот шлем непонятно дали за то, что я с Пифией поговорил. Или типа должна быть награда с этим, как его, Элпинора. Не, как бы назначаться. Стоп, стоп. Да-да-да, я тоже пещерку там подметил. Икар улучшил свои... Подожди. Да, вот он, дали ему нимф. Все правильно. То есть он отсюда перебрался сюда, видать. Идем? Филипп, ты где залип? Конь. О. Давай. Как торпеда гоняет. Тихо. Чпоник. Вот ты где. Прячешься на виду. Ну слушай, при такой охране я бы тоже прятался. Да я бы вообще не прятался бы. Сидел бы и не пыхтел. Так. Угу, сзади меня еще есть сундучок. Это самое. Что хотел спросить, ты знающим игрокам. А вы, наверное, там 50-40 уровня и так далее. Тише. У вас как получается? Один комплект типа на воина, стелса и охотника, так у вас Здесь опасно. делается? Не заметят. Ну, я к тому, что тут же можно как-то вот билды. Вариант 1, вариант 2 вот. Типа собрали там, допустим, под воина, там еще под кого-то, да? Под охотника. И по ситуации меняете. То есть разогнали там убийцу, раз, сохранили. А потом, видимо, в боях переключаться. Главное, чтобы мне, говорит, не заметили. Что там еще-то? Прячешься, говорят? Я к тебе бегу. Так, убийцы лучников. Убейте. Понял.
Чё, бомбился? Бомбил. Комплект на все случаи жизни. Один комплект на все случаи жизни? Принял. Слушай, а у меня такая задержка, что ли, большая, да? Я убирал. Ну, типа, пофигу. Самое главное, чтобы комфорт был. Сейчас проверю. Нет, видеодекодер выключен. Так, крепость. Как же нам эту крепость-то бомбануть? Что-то там еще, да, из снаряжения я подметил. Урон воина. Охотник падает, здоровье падает. Это я задерживаюсь. Принял. Бывает, я понимаю. Урон охотника, урон воина. Да у меня, типа, качаю воина, урон воина самый маленький. Это, по-моему, только так и я так прохожу, да? И действительно, странность еще вызывает то, что мы сегодня за стрим еще ни одного уровня не подняли. Ни одного. Но мы это исправим. Мы вот сейчас как подеремся. Предлагаю этих двоих сейчас тут замять. Смотри, пошел. Я тоже так могу. Понял? По пятачку. Отхилились. Все нормально. Минус 2 сделали. Самое главное, еще крепко убили. Это у нас капитан был. Полимарх посильнее будет. Раз он в единственном числе. Так, нас, по-моему... Человек предупреждал, сначала собери, а потом только жги. Понял? Понял, помню. Поехали. Так, а у нас тут есть какие-нибудь зверушки, типа тигров, знаете, что-нибудь открыть, там, пошуметь? Опа. Да, брат, в дырку. Да как-то... О, спасибо. Чуть не спалились. Вроде не видит. Так, там какой-то важный еще. Сверху потом.
А, ну все правильно. Цель это полимарх и 2 капитана. Надеюсь, бесшумно. Есть. Стрела, стрела, стрела. О, посох пастуха. А почему бы и посохом не погонять их? Главное, еще назвали пастуха, говорят. Я стрелы хотел взять. Ты куда ты вылез-то? Дай бог нас не заметит. Там пошел один. Срочно, срочно, срочно. Да я вот тебя и пытаюсь поймать. Да слезь ты, обезьяна. Слезь. Есть. Стой, 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 стой. Еще один засек. Блин, все равно видит. Так, а убью я одного сразу, да. Хорошо. Второго. Не ори. Стрел, побольше, побольше, ребятки. 6, 4. Подобрать. Кого? Вот этот вот горшок? Ну давай. Какие подкрепления? Почему? Кто? А кто меня засек? Не понял. Меня кто-то засек. Это даже не удивляет. Элпинор! Ах ты трус! Я трус? Да ты чё, серьезно что ли? Самозванца и заманил меня в ловушку. Все кончено, Элпинор. Ты умрешь, как и твой двойник. Блин, куда я? Куда тут? Во. В пещере... А, Элпинор в пещере рядом с храмом змеи теперь. Как его двойник. Тихо, 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 бежим, бежим. О, нет! Огонь! Нет, 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 горю! Все, нормально, нормально, брат, все хорошо. Припасы, у нас еще сокровища, припасы и капитан. Так что не торопимся, а к змее мы, конечно же, пойдем. Ты его добил. Сейчас проверю. Нет, я его не добил. Погоди, получается, добил.
Только я не понял. Но он, видишь, он говорит, ты двойник. Стой! Чужак! Я тебя проучу! Добился сам. Все, он добился. Ну да, я там поджег, возможно. Ты с мечом, да? Тимон. Тихон, блин. Так, надо как-то Тихона. Вот это тут! О, бежим, 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 бежим. Брат, собирай, 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 собирай. И бежим. Фига себе вы позвали, конечно, подкрепление. Вы интересны очень. Я вас понимаю. Ты посмотри, они вообще... Они все видят. Так, сокровище там. Ушел за сокровищами. Отпусти, пожалуйста. Спасибо. Вот так вот дерешься с одним, набегают. Там с одним-то на самом деле справиться бы. Ну, тут все очень вкусно, чтобы отсюда уходить. Братан, ты завязывай. Пока они все разбежались, можем вернуться назад. Беги, там уже нет никого. Ну, есть. О, афинские катурны. Это, видимо, как наши кеды. По-любому. Как меня могли подметить? Вот как, смотри, я с этим дрался товарищем, но типа подмогу он позвал. Ну окей, подмогу он позвал. Может быть, лучник просто мимо проходил, увидел. Смотри, смотри, встал с... Продолжим? Да опять ты орешь-то, что ты орешь-то? Я ж с тобой нормально общался-то. Может, щит отнимем? Да, есть. Пробитие. Наверное, много раз, когда они находят в зоне видимости, поднимают его.
Есть. Тихо, сядь. Еще один идет. Да ты, а чё ты не сел-то, блин? Яду, блин, заточил. Да, я застрял вообще. Блин, вот вообще бомбит. Вот серьезно бомбит. Я сидел в кустах, заточил яд. Меня даже тот, типа, капитан не увидел, что я заточил клинок. Сижу в кустах и затачиваю клинок ядом. Бежит какой-то хмырь. О, это ты, говорит, а это у меня стал полный рост. Да что за фигня-то? И эти прыщи с копьями набежали. Ну все по плану было. Сейчас затачиваю яд, он бежит. О, клинком. Тырь. Блин, встал, и тот орет. Я его увижу. Ну нафига ты встал-то? Ну и все заново. Да, конечно, все заново. Я еще игру бы удалил. Ну, типа, я сейчас объясню, да? Смотри, вот сижу я в кустиках. Смотри, заточил клинок. Заточил? Ему же не обязательно вставать полный рост. А он у меня там встал полный рост. Я цель эту не нажимал. Просто дичь. Да, конечно, обидно. Я, считай, там всех уже завалил. Сейчас, друзья, подышим. Да, я понимаю, у нас 3 часа. Но у меня еще есть время. Трупов, наверное, много было, когда... Нет. Он именно, когда я встал, меня заметил. В общем, дело. Причем, я говорю, я затачивал яд, не видно было. Сел в кусты, чтобы, типа, невидимым стать. Он меня не видел. Ну, и как бы бежал стражник, не видел. Я такой думаю, все, сейчас яд наточу и пойдет. И он у меня встает яд делать. Блин. Может, типа, там забор, я не знаю. Может, пытался залезть. Сейчас еще попытка зачистить крепость. Сейчас я, 2 секунды. Так. Короче, типа, сейчас попробуем другую тактику делать. Сейчас попробую сокровищ, то есть не сокровища, как они. Вот те припасы сжечь по пути. Да, а одни оставлю. Может быть, подмоги тогда меньше прибудет, ну как вариант. Опасное место. Не, ну, с другой стороны, а чё я тоже горю-то? Сам сложность поставил, как бы, это наоборот интереса должно
прибавлять. Нас, правда, сейчас тот может увидеть. Хочешь умереть? Так, тот не видит. Не взял ништяки из ящика, который поджег. Сейчас исправим. То есть сразу спалил. Блин. Он тут. Так, смотрим, смотрим. Ништяки сначала. Ну, то есть, я понял, там лутец какой-то. Так, как мы этого-то? Окей. Заблудился сейчас. Не понял. А, вот он, лестница-то. Да, да, все правильно. То есть сначала надо. Я нанес спартанцам еще удар. Теперь сразу сюда. Тут тоже где-то сундук. Блин, а ништяки-то неплохие. Да, они труп нашли. О, украшенный лук какой-то. Ну-ка, давай посмотрим. Урон охотника, скорость усиления атаки, дальний бой, урон от огня. А толку-то? У меня еще пока нету, типа, огненных стрел. Урон воина. Это урон охотника. Тут все по 12 уровню. Пока нету 12. Оружие, оружие, оружие еще. Какое тут выпало? Посох, да? Урон убийцы, кстати, посох дает. У нас тут 6 адреналина за удар. А здесь охотника. Ну, как бы тут... Нужны, если оружие имеет урон от огня. Тоже вот это сломаю. А, то есть, смотри. То есть стрелы не нужны, если 8% урона от огня. Я думаю, это стакается. Ну, типа, огненные стрелы, типа, как и ядом, стакаешь.
А разве не так это работает? Ну вот, например, намазываешь. Вот, ядом. Урон от яда. Также стрелы делаешь огненную. Урон огнем. Сейчас будет бой, друзья. Готово? Вот тебе и посох. А нет, там должно быть написано, что оружие наносит урон огнем. А, вот. Понял. То есть еще и такой есть параметр. Спасибо. Вот, железо подобрал. Так, заберите сокровища и убейте. Осталось только убить. Вот, видишь, он привстал. Вот я про это и говорил, что он встает. Походу, меня сейчас тут разобьют. Так, лучник отвернулся, это хорошо. Мы за телегой. Птолемей. Вот чё, это глюк, что ли, такой? Как он так? Упал. Не торопись, не торопись. Пока охранника нету, собираем. Вкусно. Так, сидим. Идет поиск. Я ничего не нашел. Расслабитесь, пойдете на корм червям. Продолжаю. Причем вон еще один охранник появился, а вон этот идет. Как он? Полимарх, вот, полимарх. Ты нашел следы? Здесь никаких следов. Ищите, нельзя упустить. Я в лопухах. Это даже не удивляет. Элпинор! Ах ты трус! Элпинор знал, что я приду. Отправил самозванца и заманил меня в ловушку. Вот. Элпинор, ты умрешь, как и твой двойник. Мы типа в ловушку попали. Крепыш идет. Капитан или полимарх? Труп скинул чисто вниз, без палева.
Да, кстати, посох реально прикольный. Что там у тебя? Ну же, тройной паёк нашедшего. Да слезь ты, да блин, я ж не вижу. Заберите сокровища у нас еще и полимарха убить. Полимарх, возможно, вон он. Все, обозлились, увидели. Я прибью тебя как муху! Иннокентий! Тихо, тихо, тихо. Фига себе, ребята. Какие-то Какие-то изгнанники пошли там. Я вообще просто жара вареный. Причем я все нормально, аккуратно убирал. Они говорят, мы подмогу вызовем. Мы вызовем подмогу. Заметить. Ладно, друзья, это ж уму непостижимо. Так, мы сейчас. Может, уже просто подустал? Ну, бывает такое. Ладно, давайте, да, на сегодня закончим. Мишанины страдания. Не, прикольно, сложно. Даже не с первого раза крепости берешь, как хотелось бы. На самом деле. Привет, хорошая игра. Василий, ребят, да, не всегда отображается. Добро пожаловать, спасибо. И Василий Степанович поддержал. Спасибо большое, спасибо. Пока. Хорошего продолжения дня. Сейчас, ребятки. Пока. Давайте, друзья, давайте. Всех с наступающим. Спасибо, что забегали, что поддержали. И так далее. Не, ну сложность-то классно. Классно. Блин, поиграл. Так, ребят, по поводу розыгрыша я пока не знаю, честно, какого числа, но я думаю, перед Новым годом там разберемся. Вот, и в какой игре мы будем проводить время с вами. На время розыгрыша. Я думаю, у нас все получится. Вот. Спасибо вам, что зашли, нашли время. Вот, тоже вам с наступающим еще раз. Здоровья, добра, да, и хорошего вам дня. Встретимся с вами завтра. Завтра, ну, по Ассасину рассчитываю, а там посмотрим. Давайте, всем удачи. С вами был Мишаня, канал BioStream.